Привет, 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 песеры, с вами Морж. Ну и то, о чем я говорил, так сказать, то густо, то пусто, то вообще матчей нет, то 3 финала мне скинули буквально за один день. Вот понемножечку их распихиваю. Сейчас вы на своем экране видите состав Динозавра. Кто знает, кто это, пиши в комментариях. Конечно же, это Исмаил Албаков. Вот так вот он оказался в финале Лиги Наций. От турнирной группы, турнира номер 1, которая базируется ВКонтакте. Ссылку на нее я оставлю в описании, в закрепленном комментарии. И его состав вы сейчас видите на своем экране. Тут у нас и эпики, тут у нас и бигтаймы, тут у нас Куртуа, которого я очень даже ценю на воротах в нашей игре, даже его обычную карточку. Классическое, так сказать, нападение из 21 части, хотя нет, все-таки классическое нападение это Румениге Решфорд. Здесь у нас Румениге Торрес. Прекрасный левый полузащитник Караска, который, судя по всему, с позиции левый защитник. В общем, Исмаил тему шарит. Состав у него замечательный. А играть он будет сегодня против Тимура Засохова. Вот такой состав у Тимура. Тут, конечно, гораздо все не так сильно и не так эпично, как у Исмаила. Но, тем не менее, Тимур в финале, а значит, бой динозавру он давать будет. Я уверен, матч будет интересным. Если ты хочешь участвовать в турнирах, переходишь в группу, подписываешься, следишь за новостями, общаешься с админами. И, если попадешь в финал, попадешь на мой канал. В общем-то, все просто. Давайте переходить к матчу. Заруба, чую, будет дикая. Ну что ж, битва двух Якадзун, так сказать. Посмотрим, сможет ли молодость победить опыт. У Исмаила, сами знаете, кубков, побед, титулов там просто завались. Тимура, если честно, почему-то, первый раз я вроде вижу как бы в финале турниров. Может быть, я что-то пропустил, Тимур, извини, если так. Вот, тем не менее, нам будет интересно посмотреть за твоей игрой. Но пока что у нас в атаке Исмаил. Передача на Торреса, пытается Тимур выставлять своих игроков для перехвата мяча, и здесь передача уходит, Дембеле мяч не подбирает. Исмаил у нас играет в футболках сборной Аргентины, Тимур играет в футболках сборной Чили, так что вот такой вот у нас финал Лиги Наций Южной Америки, да, назовем это так. Передача на Ван Дейка, он находит Алабу на левом фланге, Тимур неспешно, так сказать, начинает развивать свою атаку, ошибается с Коусом, и Исмаил мяч перехватывает. Торрес, передача на Румениге, хорошо, Руми открывается, сброс на фланг, Дембеле, ошеломительная передача на Торреса, вау! Гол через себя. Ну, такое в финалах турниров встретишь не часто. Ну, почему вы не смотрите повторы? Почему вы не смотрите повторы? Исмаил, ну ты же записываешь. Ты ж тут у меня уже как родной на канале. Ну, знаешь же, что повторы надо смотреть. Ну, ладно. Попадает в офсайд игрок Тимура. Но гол, конечно, был очень-очень замечательный. Фернандо Торрес через себя. Хорошо открывался Румениге. Хорошо отдал на правый фланг на Дембеле. И Дембеле ошеломительной подачей, собственно, нашел Торреса в штрафной противника. Быстрый гол от Исмаила. И, конечно, Тимуру будет очень тяжело. У Исмаила и состав сильнее, и опыта прям 3 мешка, и еще телега сверху. Ну и, само собой, пропускать быстрый гол сразу теряется небольшой настрой. И, конечно, это тоже может вызвать проблемы. Передача на Дембеле, снова ошеломительная подача. На этот раз на Румениге была подача. Караска, один штрафной соперника, но блокирует удар защитник, собственно, сборной Чили, защитник Тимура. И Казимира здесь в центре мяч перехватывает. Снова Исмаил. Понятно, что он взял быка за рога, так сказать, и начал просто давить авторитетом, собственно, своего соперника. Передача на Мюллера. Мюллер очень глубоко находится в центре поля, хотя он занимает у Тимура позицию атакующего полузащитник. Отлично здесь Казимира играет в перехвате, точнее, Исмаил ведет Казимира и отлично играет в перехвате. Да, он не автоматически сыграл в перехвате, вы видели, игроком он управлял. Чили у нас в атаке, передача на Ван Бастена, Горецко аккуратненько сбрасывает на Мюллера, но Бекенбауэр здесь снимает мяч, да, у своего одноклубника, односборника, правда, разногодника, назовем это так. Блин, я, походу, на ходу слова придумываю. Разногодник, ну да. Казимира отдает на Джерарда, Джерард отдает на Бекенбауэра, Франц переводит направо на Кафу, и у Кафу прорваться не получается, еще он и фалит. Сколс мяч перехватывает, Чили у нас в атаке, Ван Бастен, сразу же передача на Горецку, и здесь, да, могла бы быть ошибка, но защита сборной Аргентины пока что
справляются. Точнее говоря, людей, которые выдают себя за сборную Аргентины и стараются не палиться. Хорошая передача на Горецко, Хакими. Ой, не очень удобная подача. Здесь Гвардиол у нас первый на мяче. Но Сколз мяч подхватывает. Ошеломительный удар от Сколза, это опасно. И за штрафной у Сколза все прекрасно с ударом. И уже сборная Аргентины несется в контратаку. Караско подключает Торреса. Естественно, сейчас будет подключение справа Дембеле. Очень перспективно. Джерард удар. И попадает в штангу. Но Дембеле на подхвате не получается. Не получается замкнуть. Исмаил мельчит с пасом, и здесь уже вроде как более-менее Тимур отбивается. Да, очень опасная и перспективная атака была. Повезло, так сказать, что Джерард попал в штангу. Могло это все вызывать очень серьезные проблемы, но плюс еще отскок. Там Дембеле не смог завершить в касание. Здесь чисто невезение для Исмаила и чисто везение для Тимура, потому что второй мяч я уже буквально видел в сетке ворот. Тем временем 30 минут уже практически отбегали ребята. Пока что одним голом все обошлось, но очень опасный момент Исмаила, конечно же, мы отмечаем. Тимур пока слишком остро вообще не отвечал, и особо ударов не было, но посмотрим. Не зря он в финале, играть он умеет явно, просто так до финалов не доходит. Я, например, не дохожу. Кафу, ошеломительная передача на Румениге, первая пока что защита на мяче, не получается пробить головой. Горецко отдавал, хорошо, снова Исмаил великолепно выводит Казимира на траекторию мяча, и мяч перехватывает. Дембеле попытался в касание сыграть с Торресом. Сейчас будет подача. Нет, подачи не будет. Мяч все-таки слишком сильно летел. И Дембеле не получилось сделать хорошую передачу. 33 минуты, это как 33 коровы, только 33 минуты. Прошло у нас, и на правом фланге Хакими будет потихонечку разворачивать атаку Чили. Джерард отдает на Ван Бастена, очень глубоко Ван Бастен находится, можете посмотреть. Сколз хорошо, но Бекенбауэр снимет, да. Снимает он буквально с ноги мяч, должен был быть ошеломительный удар, сами знаете, ошеломительные действия у нас делаются дольше, чем обычные действия, я поэтому играю без них. Если бы был обычный удар, кстати, может быть, у Сколза и получилось бы пробить. Я бы в этой ситуации обычный удар использовал. Позиция была очень хороша, там и обычным можно забивать вполне себе уверенно. Сколз снова пытается ошеломительно пробить Тимур. Не получается, буквально Исмаил блокирует все его удары при помощи своих защитников. Читает игру, конечно, он очень круто. Вот, да, и сколько матчей уже, действительно, я с ним накомментировал, это один бог только знает, я на самом деле не считал. Снова отбивается сборная Чили, не доходит до удара по воротам. Ван Бастен отдает на Горецку, куда будет развиваться атака. Мюллер, вон левый фланг подключается, да, видит это Тимур. Хорошо отдавал на Сколза, но здесь Джерард играет в перехват, и, собственно, до удара тоже снова дело не доходит. Пока что Исмаил выглядит зубастее, тут, конечно, бесспорно, вот, но Тимур потихонечку пытается добраться до ворот соперника, и я думаю, у него все-таки это сможет получиться. Один удар всего лишь у сборной Чили, 3 удара у сборной Аргентины и 1 створ. Быстрый гол, пока что единственное, что нас вдохновило в первом тайме, но какой гол, жалко, повторы не посмотрели. Начинает на этот раз сборная Аргентина с центра поля. Робертсон отдает на Караско, Румениге, Джерард, ошибка в передаче, Сколз мяч перехватывает. Меня вот, конечно, очень удивляет второй центральный нападающий у Тимура, это нападающий Селтика, да, насколько я понимаю, ну, короче, азиат, ну, прям явно достаточно странный парень. Сколз снова и снова пытается пробить ошеломительно, и снова у него мяч с ноги снимают. Не хватает времени. Возможно, здесь и обычными ударами стоит пробовать добраться до ворот. Хорошая передача на Дембеле, Ван Дейк будет его прессинговать, но Дембеле и подачу сделал, и хорошо подача шла, но защита пока что справляется. Сколз ошибается в передаче, Кафу снова выводит Аргентину в атаку, у Дембеле есть время даже развернуться, но хорошая передача не получается. Пытается он исправиться, пытается перехватить мяч, но мяч все же у сборной Чили. Мюллер отдает на Горецку, Горецко, смотрите, хорошо очень у чилийцев открывается, в принципе, мне нравится карточка Горецко, всегда я его хвалил. Рюдигер здесь уже играет в перехвате, Алаба отдает на Канте, и ошибка. Снова ошибка в центре поля. Конечно, такие ошибки допускать не стоит, если ты хочешь, конечно, доходить до ворот противника. Торрес у нас показывает торресовский дриблинг, пытался отдать передачу, но здесь уже в защите отыгрывает Сколз, который глубоко опустился и, само собой, жжет, конечно, выносливость. Тем не менее, Сколза тоже, да, его можно было взять за ебалы, как вы помните, я его рекомендовал. Вот такой розыгрыш углового у нас от Исмаила, но ни к чему он не приводит. Здесь у нас один Бекенбауэр, посмотрите, вся защита Исмаила где-то тусует на половине поля соперника.
И один Бекенбауэр там всего лишь оставался. Дембеле разворачивается, есть время подумать. Джерард, передача на Кафу. Ну, ошеломительно, конечно же, ошеломительно. И снова штанга. Снова по штанге, блин, скользит мяч. Да, Исмаилу сегодня буквально не везет, ну а Тимуру везет, наоборот, второй раз он, по сути, отскакивает. Вот и погнали замены. Так, смотрим, что будет у нас здесь. Выходит у нас Кьеза. Кто еще будет выходить? Тонали выходит в центр поля. Максимин выходит на левый фланг. И Мбаппе выходит. Кавани. Вот такой интересный Кавани. То есть я ожидал, не знаю, у Исмаила увидеть, ну, Холланда. А тут Кавани. Интересно, интересно. Про Кавани давно ничего не слышно. И, ну, давненько он у нас в игре перестал быть насколько-то интересным. Значит, у Чили выходит Педри. У Чили выходит Бруно Фернандеш. И дальше пошли замены Аргентины. То есть Тимур все-таки только 2 замены сделал, да? Маловато. Может, рассчитывает на позже, но ему-то менять ход игры нужно сейчас, а не позже. Позже уже может и времени не хватить. Бруно Фернандеш перехватывает мяч. Горецко, снова Бруно, Ван Бастен. Мельчит, очень мельчит с пасом Тимур и ошибается Гвардиолу даже двигаться не пришлось, чтобы мяч, собственно, забрать. Мбаппе запускает Кавани по левому флангу, но Рюдигер на месте, Рюдигер выставляет ногу и мяч до Кавани не дошел. Тем временем у нас тут даже Мбаппе отыгрывает в обороне, интересненько, мягко говоря. Канте ошибается в передаче, Кавани, нет, не получилось у Кавани сохранить мяч для сборной Аргентины. Тонали, Кьеза и куда у нас будет развиваться атака. Конечно же, Кьезе отдается передача. Ван Дейк тут его прессингует. У Кьезе есть время развернуться, но Ван Дейк слишком большой. Оббежать Ван Дейка при всей его медленности не получается быстрее, чем Ван Дейк разворачивается. Ван Бастен отдает на Горецку. Есть время у Горецки подумать. Особо никто не прессингует. Ван Бастен и Футухаши, или кто это вообще такой? Футухаши, короче, с мячом не справляется. И снова потеря для сборной Чили. Максимин начинает забег свой по флангу. Очень быстрый игрок, вы сами это знаете. И пробивает, но слишком уж много и защитников, и вратарь там был на месте. В общем, всего хватало. Тонали мяч, конечно же, подхватит. 15 минут у нас остается до конца. Ошибается Тонали с передачей. Кафу его благодарит за передачу. Хотя за такое можно ему и в суп плюнуть. На самом-то деле с его-то показателями паса. 15 минут, да, у нас всего лишь остается. Ну, конечно же, минуты 3 арбитр добавит. Может, 2. Остановок особо не было. Штрафных особо не было. Кстати, обратите внимание, вот играют ребята финалы. Особо штрафных не бывает. Ну, вот реально, как таковых не бывает. Желтых карточек не бывает. Про красные я вообще молчу. Пенальти тоже не бывает. И как-то вот такой у нас геймплей получается, да, вроде бы это все части футбола, вроде бы это важные элементы в футболе, а у нас вот так вот получается играть матчи, что практически этого в матчах нет. Как многие люди очень удивляются, когда узнают, что в нашей игре есть травмы. Потому что человек может играть 2-3 года, и ни разу за 2-3 года эту травму ни один игрок у него не получит. А они есть. Они есть. Вот видишь суслика? Нет. А он есть. Вот так же у нас и с травмами. Такой себе канамиевский суслик. Мбаппе подключает Кьезу на правом. Передача на Мбаппе. Кьеза снова уже открывается. И снова с Ван Дейком он будет у нас бодаться. Не получится здесь хорошая передача, конечно же. Двигался он уже ближе, ну, по направлению, точнее говоря, к угловому флажку, а подавать надо было в центр. Сами понимаете, что тут не все вышло. Исмаил, вот честно, мне просто интересно, почему Кавани? Почему Кавани? Ну, я не знаю, почему Кавани. Ладно бы ты там играл под эмблемой и с формой сборной Уругвая. Я бы понял, ну, типа, раз я играю за Уругвай, пусть у меня хотя бы один уругваец в составе будет. Но почему Кавани? Непонятно. Ну и посмотрим, какие сейчас замены сделает Тимур. Значит, выходит у него Ндамбеле вместо Канте. Вальверде выходит вместо Горецки. Павар вместо Ван Дейка. И Ван Бастен уходит, выходит Криштиану Роналду. Но времени уже очень мало. Райс выходит у Исмаила вместо Казимира. Вот. Но 3 минуты, 3 минуты плюс добавленная. Тут, конечно, будет сложновато. И штрафной здесь тоже не назначают. Хакими на правом фланге будет, конечно, искать партнеров по команде. Исмаил очень хорошо прессингует. Тонали, Гвардиол.
У Робертсона очень много времени, у Тимура уже уставшие игроки, не получается сразу при приеме прессинговать, и у Исмаила достаточно много времени подумать. Снова Кьеза, правый фланг, подача идет, удар идет, откование, Домбеле вбивает мяч в ворота, да. Все-таки на 92-й минуте второй мяч в ворота залетает. К сожалению, не знаю почему, может быть игра не шла, может быть еще что-то, но... Тимур, без обид, тут, конечно, ты в матче выглядел достаточно без зуба, но я надеюсь, что это не последний твой финал. Конечно, здесь тотальное преимущество Исмаила, плюс 2 штанги, 2 мяча забитых, ну и видно, что он спокойно играл и спокойно контролировал игру. Тем не менее, дойти до финала — это тоже уже огромное достижение. Поздравляю тебя с серебряными медалями, Исмаила поздравляю с очередным трофеем, ну а... На этом я буду потихонечку прощаться. Ребят, с вами был Морж. Надеюсь, вам интересно смотреть такой формат видео, поэтому не стесняемся поддерживать. До новых встреч. Пока. Пока.